Спасатели никогда раньше не видели ничего подобного. Казалось бы, из ниоткуда сотни этих странных существ начали медленно пробираться на пляж, и, казалось, это невозможно было остановить. Сначала спасатели пытаются отнестись к этому спокойно, но потом они видят, с чем на самом деле имеют дело. Они знают, что у них нет другого выбора, кроме как немедленно эвакуировать людей с пляжа. Люди хватают свои вещи как можно быстрее, а другие просто оставляют все позади, пытаясь как можно скорее убраться с пляжа. Но Элис всегда тянула к океану и обитающим в нем существам. Когда у нее была возможность, она отправлялась на пляж, чтобы совершить приятную долгую прогулку или посмотреть, что там можно найти. Она любила собирать морские ракушки и другие маленькие безделушки, которые прибивала к берегу. Она никогда не знала, что найдет, и это было частью ее увлечения. Элис всегда любила приключения в свободное время. Поэтому, когда она услышала об уединенном пляже на другом конце страны, который, по слухам, был домом для некоторых редких и необычных видов, она поняла, что должна увидеть его своими глазами. Собрав сумку и попрощавшись со своими коллегами в парикмахерской, Элис отправилась в долгий путь на пляж. Она приехала поздно вечером и нашла для ночлега небольшой уютный коттедж, желая хорошенько выспаться, прежде чем на следующий день отправиться в путешествие. На следующее утро Элис проснулась рано и отправилась на пляж, полная решимости исследовать каждый его дюйм. Она захватила с собой все свое снаряжение, включая фотоаппарат, сачок и набор баночек и бутылочек для сбора ракушек и прочего хлама. Ей не терпелось отправиться на разведку, но это продолжалось недолго. Дорога к пляжу была очень ухабистой, и ее машина не смогла проехать по горным тропинкам, которые вели до самого берега. Так что Алисе пришлось продолжить путь пешком. Все, что ей нужно было сделать, это спуститься вниз, так как тропинки, по которой она могла бы пройти, не было. Через некоторое время она почувствовала себя очень счастливой, потому что, наконец, приблизилась к пляжу. Звук волн, разбивающихся о скалы, приносит ей огромное облегчение. Оставался последний этап — спуститься вниз, но после этого она, наконец, справится. Сара, прогуливаясь вдоль береговой линии, не могла не испытывать волнения и удивления. По правде говоря, она понятия не имела, что может ожидать ее на этом пляже, но неизвестность была частью острых ощущений. Но она никогда не могла предположить, что столкнется с чем-то столь же странным и загадочным, как то, что она увидит сегодня. То, чему она станет свидетельницей сегодня, запомнится ей на всю оставшуюся жизнь. Сердце Элис бешено заколотилось, когда она быстро достала телефон, чтобы сделать снимок. Она подумала, что все должно быть знают об этом странном морском существе. Она никогда раньше не видела ничего подобного и не могла поверить своим глазам. Она на самом деле испугалась за его жизнь. Элис развернулась и побежала обратно к своей машине так быстро, как только могла. Что ей теперь оставалось делать? Нужно ли было звать кого-нибудь на помощь? Помогите. Она понятия не имела, что делать и к кому обратиться за помощью. Она подумывала о том, чтобы вызвать полицию, но подумала, что они не поверят ее рассказу. Кроме того, это существо было таким, какого никто никогда в жизни не видел. Поэтому она решила вернуться в коттедж и выяснить, что там произошло. Как только Элис приехала в коттедж, она села на диван, чтобы попытаться успокоить свои нервы. Она не могла поверить в то, что только что увидела. Она попыталась вспомнить все, что только что произошло, чтобы понять это.
но не смогла. Ей было очень трудно поверить, что подобное существо действительно существует. Единственное, что она знала, это то, что она должна была рассказать кому-нибудь об увиденном. Но кто бы ей поверил? Единственная проблема заключалась в том, что у нее не было никаких конкретных доказательств, кроме размытой фотографии на смартфоне. Более того, у нее очень плохо получалось описывать что-либо другим, поэтому то, что она видела раньше, еще больше усложняло ситуацию. Через некоторое время она решила позвонить своему лучшему другу Бобу. Боб был ветеринаром и много чего знал о животных и о каждом морском обитателе. Она надеялась, что Боб что-нибудь поймет. Сначала он был настроен очень скептически, но по мере того, как Алиса описывала детали этого существа, он начал ей верить. Боб, узнав все об этих морских обитателях, сказал ей, что первым делом отправится к ней утром. Он хотел лично увидеть этих существ. Только тогда он сможет внести больше ясности в этот вопрос. Элис надеялась, что он сможет разобраться в ситуации. Всю ночь она не могла уснуть. Она не могла дождаться следующего утра. Поэтому на следующее утро Боб появился на пороге дома Элис, готовый отправиться на пляж. Через пару минут они, наконец, добрались до пляжа. Но теперь он был совершенно пуст. Боб вопросительно посмотрел на Элис. «Ты уверена, что это тот пляж?» Но Элис была абсолютно уверена, что это тот пляж. Возможно, им придется подождать, пока эти существа всплывут на поверхность моря. На следующий день парочка решила посетить местный городской рынок. Бобу и Элис не терпелось узнать, есть ли у местных жителей какие-нибудь истории, или они сами были свидетелями чего-либо подобного. Проходя мимо прилавков со свежей рыбой и изделиями ручной работы, они подходили к пожилым рыбакам и расспрашивали их об этих существах. В то время как одни посмеивались, считая это просто игрой воображения, другие серьезно кивали, указывая им на старейшую таверну в городе. В таверне пахло солью и старым деревом. Когда Боб и Элис вошли, уровень шума снизился, что привлекло внимание большинства посетителей. Подойдя к бару, они заказали напитки и вскоре были представлены капитану Элиасу, отставному моряку с морским блеском в глазах. Скрипучим голосом Элиас рассказал захватывающую историю о своей юности, когда он столкнулся с существами похожего вида. «Это были предзнаменования», — прошептал он, — «предвестники перемен». На следующее утро слухи о таинственных морских обитателях распространились со скоростью лесного пожара. Местные новостные каналы, жаждущие уникального сюжета, начали наводнять город. Морские биологи, заинтригованные рассказом Боба и Элис, начали устанавливать оборудование на пляже. Репортеры взяли интервью у этой пары, транслируя их опыт по национальному телевидению. Некогда тихий городок гудел от волнения и домыслов, за одну ночь превратившись в сенсацию. Пляж, когда-то служивший Элис убежищем для уединения, теперь напоминал фестивальную площадку. Были разбиты палатки, и тихий шум волн заглушался болтовней и жужжанием машин. Туристы с фотоаппаратами и дети с ведерками и лопатами толпились на песчаном берегу, надеясь увидеть загадочных существ. Боб и Элис обменялись обеспокоенными взглядами, понимая, что безмятежность этого места может измениться навсегда. Несмотря на волнение и предвкушение, дни проходили без единого намека на таинственных морских обитателей. Посетители,
вооружившись фотоаппаратами и биноклями, с надеждой вглядывались в горизонт, но видели только бескрайнюю пустоту моря. «В поисках существ, дорогуша?» — спросила она. Когда Алиса кивнула, женщина продолжила. «Они приходят снизу и из-за пределов, не только из моря, но и из самой ткани времени». Прежде чем Элис смогла продолжить расспросы, женщина ушла, оставив ее в еще большем недоумении, чем когда-либо. Боб, потративший несколько дней на изучение и сопоставление фактов, поделился с Элис своей теорией за завтраком. «Я тут подумал», — начал он, — «что если они обитают в самых глубоких частях океана? Возможно, они мигрируют из-за изменений в окружающей среде или изменения подводных течений». Элис обдумал его гипотезу, размышляя над словами пожилой женщины. «Это правдоподобно», — согласилась она, — «но нам нужны доказательства». Полные решимости докопаться до сути этой загадки, Боб и Алиса решили сами исследовать глубины. Они взяли на прокат прочную лодку, оснащенную снаряжением для дайвинга. Их ждал океан, огромный и таинственный. Мотор лодки гудел, когда они отплывали все дальше от берега в поисках места, где воды шепчут о тайнах бездны. Подготовив свое снаряжение, они сделали глубокий вдох и погрузились в неизведанное. Под поверхностью открывался мир чудес. Вокруг сновали стаи рыб, а воду освещали биолюминесцентные существа. Когда они спустились еще ниже, Алиса заметила на морском дне странные узоры, изогнутые линии и формы, которые казались намеренными, но в то же время случайными. Боб озадаченно рассматривал их. «Мир. Это выглядит почти символично», — задумчиво произнес он. Несмотря на захватывающие дух подводные виды, эти существа оставались неуловимыми. Такое ощущение, что я их где-то видела. «Но где?» — прошептала она. Правда была недосягаема. Без очарования таинственных существ дух города угас. Фургоны журналистов уехали, их антенны втянулись, как конечности побежденных существ. Местные жители, некогда охваченные волнением, вернулись к своим повседневным делам с оттенком меланхолии. Кафе и променады, которые раньше были заполнены оживленными дискуссиями, теперь напоминали о будничных делах, а их волшебство было мимолетным. Однажды днем Элис отошла от главных улиц и наткнулась на причудливое здание с витиеватой вывеской «Музей прибрежных чудес». Любопытство достигло пика, и она вошла. На выставке были представлены художественные инсталляции, отражающие природу, водовороты из стекла, коралловые конструкции из цветной проволоки и живые рыбы, созданные из мерцающих материалов. Каждый предмет был данью уважения красоте океана, а линии и узоры поразительно напоминали те, что встречаются на океанском дне. Тем временем Боб просматривал библиотеки, базы данных и связывался с морскими биологами, надеясь найти какие-либо документальные свидетельства существования неуловимых существ. Поначалу каждый путь казался многообещающим, но потом заводил в тупик. Разочарование росло по мере того, как истина оставалась недосягаемой. Его записи были полны разрозненной информации и полуоформленных теорий, но ничего, что могло бы убедительно объяснить существование существа или его внезапное появление. В процессе поиска ответов улицы города начали украшать баннеры и растяжки. Приближался ежегодный прибрежный фестиваль,
заветная традиция, посвященная морю и его чудесам. Были установлены киоски, сцены, а музыканты настраивали свои инструменты. Тем не менее, присутствовало ощутимое чувство предвкушения и надежды, что существа могут вернуться, превратив фестиваль в зрелище, которое город никогда не забудет. Бродя среди фестивальных лотков, Алиса наткнулась на старую, иссохшую рассказчицу, которая рассказывала истории о былых временах. Когда собралась толпа, старейшина рассказала о морских путешественниках, мистических существах из местных легенд, которые украшали берега в благоприятные времена. Их присутствие, по ее словам, было знаком удачи и благополучия в стране. Описание жутковато соответствовало существам, которых видела Алиса, что еще больше усугубляло загадку. Когда небо опустилось на сумерки, мелодичные звуки фестиваля были прерваны вздохами и бормотанием. С горизонта приближались силуэты существ, численность которых намного превосходила их предыдущие появления. Они грациозно двигались, приковывая к себе взгляды всех зрителей. Ночь была озарена их потусторонним сиянием, вновь завораживающим пляж. Горожане, обрадованные своевременным появлением этих существ, быстро восприняли их как изюминку фестиваля. Люди, музыканты сочиняли импровизированные мелодии в их честь, танцоры повторяли их грациозные движения, а дети бежали рядом с ними, и смех эхом разносился по пескам. Эти существа, казалось, стали неотъемлемой частью городской культуры и празднеств. Пока город праздновал, наблюдательный взгляд Элис заметил на обочине мужчину. В отличие от ликующей толпы, он, казалось, был поглощен изучением животных, его пальцы ловко рисовали их очертания на холсте. Пристальный взгляд, его скрупулезные записи и то, как он время от времени удовлетворенно кивал, глубоко заинтриговали Алису. Привлеченная его вниманием, Элис подошла к нему и протянула руку. «Меня зовут Элис. Я пыталась побольше узнать об этих существах, и вы, кажется, знакомы с ними». Мужчина поднял глаза, на его лице появилось подобие улыбки. «Мистер Дэниелс», — представился он, и в его глазах блеснуло озорство. «Я живу здесь уже много лет. Эти существа и этот город долгое время были моими музами». Элис, Боб и мистер Дэниелс устроились в уютном кафе недалеко от берега, вдыхая аромат свежего кофе. Пока они пили его, мистер Дэниелс рассказывал о своей молодости, путешествиях по миру, вдохновении чудесами природы и о том, как расцвела его любовь к искусству. Мир. Природа, размышлял он, по-своему рисует истории. Я просто пытаюсь уловить ее суть. Троица углубилась в обсуждение загадочных морских существ. Элис отметила, что их движения были ритмичными, словно они танцевали под невидимую мелодию. Боб с его аналитическим складом ума заметил закономерность, как будто они общались или, возможно, их тянуло к чему-то определенному. Мистер Дэниелс кивнул, погруженный в свои мысли. Они двигаются так, словно являются частью чего-то грандиозного, оркестра природы, прошептал он. Вооружившись блокнотами, фотоаппаратами и биноклями, все трое стали постоянными фигурами на пляже. От рассвета до заката они фиксировали каждый нюанс, каждую игру света на существах, запечатлевая их неземную красоту. Рисунки мистера Дэниела передавали эмоции, связанные с этими сценами, в то время как заметки Алисы сплетали истории,
а расчёты Боба пытались расшифровать их таинственные закономерности. Однажды вечером Боб, нахмурившись, оторвался от своих записей. Их внешний вид, их закономерности — всё это почти предсказуемо, сказал он, высказывая своё растущее подозрение. Как будто их кто-то направляет, может быть, даже контролирует. Элис слушала, обдумывая его слова, но мистер Дэниелс молчал. Его взгляд был отстранённым, что ещё больше усиливало сомнения Боба. Любопытство достигло пика, и Элис с Бобом решили посетить студию мистера Дэниела. Войдя в деревянный домик, они увидели завораживающее зрелище. Скульптуры деревьев, птиц и морских обитателей украшали каждый уголок, а полотна изображали чудеса природы. Среди них были разбросаны рисунки, удивительно похожие на морских обитателей. Элис почувствовала связь, но тайна становилась всё глубже, переплетая искусство с загадками природы. Студия была наполнена мягким дуновением послеполуденного ветерка. Пока Алиса любовалась особенно сложной скульптурой, внезапный порыв ветра заставил её танцевать. Она скользила, кружилась и подпрыгивала, устрашающе напоминая морских обитателей. Глаза Боба расширились от осознания происходящего. «Ты видела это, Элис?» — пробормотал он. Ветер, точка, 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 расставил кавычки, придавая им жизнь. Нельзя не отметить поразительного сходства между движущимися скульптурами и морскими обитателями. Элис переводила взгляд с экспонатов студии на мистера Дэниелса, и её подозрения росли. Она прошептала Бобу, что между этими произведениями искусства и нашими таинственными морскими обитателями есть какая-то связь. Дэниелсу известно больше, чем он говорит. Под покровом темноты Элис и Боб осторожно пробираются к пляжу. Их фонарики отбрасывают мимолетные тени. Они чувствовали, как на них давит тяжесть ночных тайн. Их уши уловили отдаленный шелест листьев и плеск волн. Но они прислушивались к чему-то большему, к любому намеку на ночную активность существ. Спрятавшись за густой листвой, они наткнулись на замаскированную мастерскую. Это была настоящая сокровищница дизайнерских эскизов, инструментов и незаконченных прототипов, которые безошибочно напоминали морских обитателей. Комната повествовала о страсти, мастерстве и глубоком понимании стихий. На верстаке был разложен чертеж под названием «Морские ходунки», приводимые в движение ветром. Столкнувшись с их открытием, мистер Дэниел опустил плечи, и в его глазах промелькнула смесь смирения и облегчения. «Они должны были стать подарком», — начал он, «сочетанием искусства и природы, вдохновленным древними морскими легендами. Созданные из легких материалов, эти существа могли танцевать на поверхности океана, подгоняемые ветром. Благоговение и удивление жителей города были его величайшей наградой. Мистер Дэниелс начал торжественным тоном. «Океаны умирают, и мало кто это замечает». Он говорил об исчезающих коралловых рифах, сокращающейся популяции рыб и опасности загрязнения окружающей среды. Это предложение получило широкую поддержку. Руководители города, осознав потенциал, включили инсталляции «Морской паук» в программу фестиваля. Это стало свидетельством их новой приверженности океану, переплетения традиций с охраной природы. Так родилась новая традиция, основанная на уважении к глубокому синему цвету.
Когда солнце село, окрасив горизонт в золотистый цвет, Алиса и Боб стояли бок о бок на пляже. Существа, окутанные сумерками, танцевали на волнах. Они были не просто плодом воображения мистера Дэниела, а символами надежды и перемен. В этот момент дуэт осознал глубокую истину. Иногда требуется немного фантастики, чтобы пролить свет на реальность.